Всем привет! Сегодня хочу рассказать, что можно сделать с булочками или хлебом, которые вы своевременно не съели, и они у вас зачерствели. Вот такой вот легкий и незабываемо вкусный десерт я сегодня приготовила из черствых булочек к чаю. У меня после праздников остались несъеденные вот такие вот булочки. Всю неделю они пролежали у меня в открытом виде и, конечно же, зачерствели, стали сухие, жесткие. Булочки я взвесила, их вес составил примерно 300 грамм. Я эти булочки измельчила вот до такого вот состояния. Сначала хотела сделать молотые сухари, но в итоге передумала и решила в последние новогодние дни каникул порадовать своих вкусным легким яблочным десертом. 300 мл молока и одно куриное яйцо я взбила до очень легкой пены. Если будете готовить из черствого хлеба, то добавьте сюда еще сахар по вкусу. Я сахар не добавляю, потому что у меня булочки сладкие. Измельченные булочки я выложила в глубокую миску и залила их молочной яичной смесью. Все хорошо перемешала, чтобы не оставалось ни одного сухого кусочка. И оставила пропитываться кусочки булочек молочной яичной смесью минут на 15. Через 15 минут размокшие кусочки булочек я растерла . Не обязательно растирать кусочки булочек до пюреобразного состояния. Пусть небольшие кусочки остаются. Так десерт получится интереснее. Вот такая смесь у меня получилась. Назовем это сухарным тестом. Далее нам понадобятся яблоки. Вот здесь у меня крупные яблоки, их вес составляет 600 грамм. Яблоки я хорошо промыла под проточной водой, обсушила их бумажным полотенцем и очистила от кожицы. А затем натерла на крупной терке. Делать это все нужно очень быстро, непосредственно перед тем, как вы будете выкладывать яблоки в сухарное тесто. Интересно, это я придумала такой термин «сухарное тесто» или я уже это где-то слышала? Подскажите, кто знает. Может быть, у вас есть в запасе хорошие рецепты вот с таким вот тестом? Поделитесь, пожалуйста. Выкладываем натертые яблоки в сухарное тесто, и пока они еще окончательно не потемнели, быстро все перемешиваем. Выкладываем в сухарно-яблочную смесь 100 грамм творога. Творог может быть любой жирности, любой консистенции. Творог разминаем, если в этом есть необходимость. Одновременно все перемешиваем. Вот и вся работа, тесто готово. Времени у меня на это ушло буквально 7-10 минут, не больше. Тесто уже можно выкладывать в форму для выпечки. Но предварительно форму для выпечки я хорошо промажу сливочным маслом, дно формы обсыплю сухарями, а еще кунжутом. Мои подписчики и те, кто периодически заходит в гости на мой канал, знают, что кунжут – это моя любимая приправа. Я его добавляю практически везде, и в выпечку, и в блюдо. Ну и теперь уже можно яблочно-творожную сухарную смесь выложить в форму. Аккуратно разравниваю поверхность нашего будущего и, я думаю, вкуснейшего десерта.
Духовка у меня уже прогревается. Температуру я выставила 180 градусов по Цельсию. Сверху делаю посыпку из тростникового сахара, можно из белого сахара. Немного присыпаю корицей, это по желанию, кто любит, кто нет. И выкладываю несколько кусочков сливочного масла. Это я делаю для сочности пирога, для мягкости, для сливочного вкуса. И теперь все это отправлю на выпечку в разогретую духовку на 30 минут. И вместе с вами с нетерпением буду ждать, что же получится. Думаю, что должно получиться очень вкусно. Ну и вот он, наш долгожданный яблочно-творожный пирог-десерт на сухарном тесте. Аромат на кухне стоит просто невероятный. Пирог немножко остыл, я его не стала вынимать из формы. Посыпаю пирог сахарной пудрой. Ну а теперь пирог можно разрезать и посмотреть, что же там внутри. Видно, что пирог очень мягкий, очень нежный. Чувствуется, какой он сочный, очень аппетитный по виду. Обязательно нужно попробовать, чтобы поделиться своими впечатлениями. Очень вкусно, просто незабываемый вкус. Остановиться невозможно. Такие сочные кусочки, просто фантастически вкусно. Как я уже говорила, остановиться просто невозможно. Если понравился рецепт, готовьте на здоровье и приятного аппетита! Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, кто не подписан. И всего вам самого-самого хорошего! Пусть этот новый 2021 год будет для вас удачным и счастливым!